Здравствуйте, друзья! Сегодня на сайте mirtime.ru я нашел интересную статью. ТР-3Б Астра. Секретный самолет США проекта «Аврора». Меня очень заинтересовала данная статья, и я решил поделиться ею с вами. О том, что правительство США и Пентагон намерены развернуть программу по разработке гиперзвукового стратегического разведчика, который придет на смену Lockheed SR-71, в аэрокосмических кругах Америки заговорили еще во второй половине 70-х годов. Lockheed SR-71 – это стратегический сверхзвуковой разведчик ВВС США, эксплуатировался с 1964 года по 1998. Вскоре был дан старт программе «Аврора». Финансирование и разработка нового самолета, который мог бы развивать поразительную скорость до 6 М, велось с так называемых черных счетов бюджета США. Тем не менее, известно, что на проектирование СР-91 «Аврора», известного также как ТР-3А, в 1985 году было израсходовано 455 миллионов долларов, а к 1987 году общая сумма затрат на его разработку составляла 2,3 миллиарда долларов. Спустя еще 2 года новая машина впервые была опробована в воздухе. Считается, что было произведено 24 таких самолета, на что было израсходовано от 10 до 24 миллиардов долларов. До сих пор, несмотря на то, что авиационные издания опубликовали далеко не одну фотографию ТР-3А, на официальном уровне само их существование не подтверждают. Не исключено, что это связано с тем, что после того, как Пентагон отдал предпочтение использованию малоразмерных разведывательных спутников, часть этих машин была утилизирована, а деньги налогоплательщиков оказались зарытыми в землю. Есть предположение, что примененные в программе «Аврора» технологии были получены от инопланетян, либо скопированы с потерпевших крушение НЛО. Очень интересная версия. Как вам? Модель ТР-3Б Астра. Летательный аппарат под кодовым названием ТР-3Б Астра является секретной разработкой тактической разведки США. Первый полет в целях разведки был проведен в начале 90-х годов прошлого столетия. На самом деле это аэрокосмическая платформа длиной 182 и шириной 98 метров. Чаще всего этот аппарат воспринимают как НЛО треугольной формы, из-за того, что силовая установка этого летательного аппарата по сути представляет собой генератор мощного магнитного вихревого поля. А световой поток, периодически испускаемый этим генератором, сторонние наблюдатели воспринимают как неземной, нечеловеческий. Их сверхсовременная двигательная система позволяет парить долго и совершенно бесшумно. Аппараты программы «Аврора» бывают 9 типов и имеют размеры от 36 до 600 метров. Управление национальной безопасности, НРО, ЦРУ и ВВС США играли в игру с модификациями машинами, создавая ТР-3А, ТР-3Б и ТЭИР-2, 3 и 4 с приставками плюс и минус. Это делалось для запутывания, чтобы скрыть факт, что за этим названием скрываются совершенно разные летательные аппараты, а не просто модификации. Для примера ТР-3Б также похож на ТР-3А, как банан на виноград. Некоторые из этих машин пилотируются экипажем, а другие являются беспилотниками. По центру треугольного с закругленными углами корпуса ТР-3Б расположена круглая вращающаяся кабина экипажа. Кабина пилотов ТР-3Б Астра окружена неким подобием кольцевого ускорителя частиц, который опережает все мыслимые технологии современности. Главная цель и особенность подобной установки в генерации мощного магнитного вихревого поля, которое частично до 90% или полностью нейтрализует воздействие силы тяжести на массу самого аппарата. Внешнее покрытие ТР-3Б реагирует на электрическое воздействие, в результате чего устройство может менять свой цвет. Кольцевой ускоритель, магнитный полевой прерыватель или МФД, окружающий кабину экипажа, наполнен плазмой,
которая способна создавать магнитные вихревые поля. Этот ускоритель использует в работе ртуть, которая подвергается давлению в 250 тысяч атмосфер при температуре в 150 градусов по Кельвину, примерно 66 градусов по Цельсию, и ускоряется до 50-60 тысяч оборотов в минуту, что и позволяет получить суперпроводящую плазму. Суть в общих чертах можно понять следующим образом. Заряженные частицы, движущиеся по кольцу, действуют как ток, который в свою очередь создает магнитное поле вокруг кольца. Это хорошо известный факт. Электроны или ионы имеют тенденцию двигаться по спирали вокруг силовых линий магнитного поля. Иными словами, заряженные частицы в конечном итоге, движущиеся в почти такой же схеме, что и ток на провода, туго закрученные вокруг тороидального сердечника. По этому принципу двигающаяся по кругу плазма создает вокруг себя магнитное поле. Основным источником энергии на ТР-3Б является модифицированный ядерный двигатель. Для получения суперпроводящей плазмы, снижающей воздействие гравитации, создается магнитное поле в виде воронки, которое нейтрализует воздействие гравитации на массу в пределах воздействия ускорительного кольца, тем самым снижая воздействие гравитационного поля Земли на аппарат. Масса самого акселератора, а также масса капсулы пилотов, авиационной аппаратуры, топлива, атмосферной системы экипажа и атомного реактора уменьшается на 89%. Это создает эффект невероятной легкости корабля и позволяет ему легко маневрировать и получать невероятные ТТХ. Пилоты Астры способны благополучно переносить ускорение до 40 G, так как эффект 89% потери гравитации, обеспечиваемый МФД-генератором, делает его для человеческого организма таким же, как и 4,2 G при обычных условиях. С уменьшенной на 89% массой аппарат может двигаться со скоростью, превышающей скорость звука в 9 раз, двигаться вертикально или горизонтально. Характеристики машины ограничиваются лишь физическими нагрузками на корпус аппарата. 3 ракетных двигателя работают лишь на 11% от всей массы ТР-3Б. Движение обеспечивают 3 многорежимных терморакетных двигателя, установленных в каждом углу основания треугольной платформы. Эти 3 двигателя используют в качестве топлива водород, либо смесь метана и кислорода. Реактор нагревает жидкий водород и выбрасывает жидкий кислород в ультраскоростное сопло, так что водород сгорает одновременно с жидким кислородом в форсажной камере. Многорежимная система тяги может работать в любых слоях атмосферы при помощи тяги реактора на водороде, а на орбите при помощи совмещенной силы водорода и кислорода. Эта сложнейшая двигательная установка летательного аппарата, включающая в себя также жидкореактивные моторы, работающие на сжиженном кислороде и водороде, была создана фирмой Rockwell. Фирма эта всегда отличалась оригинальными конструкциями, наиболее известной из которых является стратегический бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit, также именуемый Lockheed SR-71. Свидетельства очевидцев в России. Живу на Сахалине. Видел подобный аппарат, летел над морем. По углам какого-то цвета огни, не помню, но в центре оранжевый. Летел бесшумно, расстояние определить трудно. Скорость примерно 60-70 км в час. Пока бегал за фотоаппаратом, он улетел. Точно не почудилось, так как в трезвом уме и твердой памяти. Алкоголь вообще не употребляю. У американцев вроде есть еще одна подобная штука. Называется Big Black Delta, большая черная дельта. У нас на Дальнем Востоке, недалеко от города, где я живу, есть аэродром стратегической авиации. Там частенько летают четырехмоторные бомбардировщики. Так вот, однажды ночью наблюдал такую картину. На довольно небольшой высоте и небольшой скорости прямо над моим домом пролетал этот бомбардировщик, а рядом с ним, почти в крыло, летело нечто, похожее на треугольный объект. По размеру немного больше, чем бомбардировщик. Было темно, поэтому даже силуэты было сложно рассмотреть, но иллюминация. Если на самолете габаритные огни выглядели привычно, синие и красные на крыльях, на хвосте стробоскоп,
то на треугольнике. Огни располагались по 3 вершинам и были чуть больше. 2 синих и красный выглядели матово, как через светофильтр. А главное, звук двигателей был слышен только с одного самолета, а не с 2, хотя летели они низко. Потом мне пытались объяснить, что я наблюдал дозаправку в воздухе. Но я же не идиот, дозаправка на такой высоте прямо над населенным пунктом странно. Да и самолетов, заправляющихся крыльями, я еще не видел. А вот еще одно свидетельство. Юг Подмосковья. У нас 2 лета подряд над полями летают похожие аппараты. Появляются яркой вспышкой с неба, а потом этот свет постепенно гаснет. Причем объект в это время висит. Затем включаются сигнальные огни, совсем как у обычного самолета, и начинается движение объекта практически бесшумно. С виду похоже на военный самолет. Видел многократно и уверен, что это разработки наших военных. Иногда летают сразу штук по 10. А вот еще одно свидетельство очевидца. Видел в 1996 году такое на Чукотке. Зависал ранним утром над сопкой. Звук прерывисто издает, как будто колотушку вертят. Висел секунд 10, потом резко исчез. Итак, по этим свидетельствам, новый тип самолета почти неотличим от настоящего НЛО и обладает некоторыми его характеристиками. Вполне вероятно, что эти аппараты производятся уже не только в США, но и в России. Это объясняет, почему подобные устройства летают над Россией совершенно свободно, без противодействия со стороны российского ПВО. Также в интернете вы можете увидеть несколько видео, на которых запечатлена ТР-3Б Astra. Они датируются 2013 годом, на котором запечатлено, как ТР-3Б Astra летает во Франции над Парижем. Также есть видео от мая 2014 года, на нем запечатлено, как ТР-3Б Astra расстреливает базу талибов в Афганистане. Странный инцидент произошел в городе Асадабад на востоке Афганистана, и ролик был снят американскими сотрудниками НАТО. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.